Сегодня в комитете Никиты Михалкова большой праздник. Заместитель организации и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов побывал на приеме у Верховного Главнокомандующего. Андрей Ремович получил очередное звание «Маршал» и был удостоен высокой правительственной награды Ордена Мужества. На данный момент народное доверие к антикоррупционному комитету и работе Андрея Белоусова составляет 86%. Это самый высокий показатель среди государственных структур. Сегодня утром был срочно госпитализирован эстрадный исполнитель Николай Басков. Известному артисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство из-за приступа острого перитонита. Ведущий специалист в данной области, доктор медицинских наук Алексей Северцев, провел Николаю Викторовичу срочную операцию по удалению аппендикса. На данный момент состояние здоровья популярного артиста не вызывает опасений. Накануне вечером сотрудники антикоррупционного комитета, известные артистки Мария Шукшина и Алиса Фрейндлих, направились на антикоррупционную проверку в города Кемерово и Томск. Цель поездки – это открытие новых филиалов организации, а также проверка пенсионных фондов в данных городах. Помимо этого, Алиса Фрейндлих и Мария Шукшина будут активно общаться с местными жителями. К примеру, в городе Томске в одном из центральных кинотеатров запланирована встреча сотрудников комитета и местных жителей. В ходе этой встречи жители города смогут получить ответы на свои вопросы, а также узнать более подробно о деятельности антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Басманный суд города Москвы вынес приговор двум бывшим участникам музыкальной группы «Любэ» Александру Носику и Валерию Криводубу. Известных артистов обвинили по статье «Государственная измена». Александр Носик и Валерий Криводуб получили 7,5 лет лишения свободы и будут отбывать наказание в колонии общего режима. Шокирующее событие произошло еще летом 2023 года, когда группа «Любэ» находилась на гастролях в Израиле. Во время гастролей двух участников группы «Любэ» уличили в тайном общении со спецслужбами Израиля, после чего Александр Носик и Валерий Криводуб были взяты под контроль, а потом под стражу. Позже стало известно, что за крупную финансовую сумму около 1 миллиона евро бывшие участники группы «Любэ» дали свое согласие на сотрудничество со спецслужбами Израиля. В поезде, который следовал по маршруту Москва-Бишкек, бесследно пропала известная артистка Елена Воробей. На данный момент поиски Елены Яковлевны ведутся уже целые сутки. На сегодняшний момент известна последняя информация о данном происшествии. Елена Воробей направлялась на гастроли в Кыргызстан, в город Бишкек. После праздничного ужина в вагон-ресторане она общалась с пассажирами поезда, давала автографы и фотографировалась. После этого события Елена Воробей бесследно исчезла. Творческая группа Елены Воробей связалась с полицией и начались поиски артистки. На данный момент проверяются все пассажиры, которые имели контакты с Еленой Воробей. Завтрашний день объявлен большим трауром в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. За последнюю неделю с разницей в несколько дней ушли из жизни 3 сотрудника организации. Это российский артист театра и кино, младший сын известного советского актера Михаила Ножкина, Михаил Ножкин-младший. Это заслуженный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии Николай Фонарев и известный эстрадный исполнитель в стиле джаз Александр Попович. Все 3 известных артиста работали в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова несколько месяцев и за это время проявили себя с самой лучшей стороны.
как добросовестные и порядочные сотрудники, но причина смерти у известных артистов была разная. Сын актера Михаила Ножкина, Михаил-младший, ушел из жизни в результате тяжелой врожденной болезни сердца. Причина смерти 87-летнего заслуженного артиста Николая Фонарева до сих пор неизвестна, а эстрадный певец Александр Попович ушел из жизни трагически в результате антикоррупционной проверки в городе Нижнем Тагиле. По некоторым данным, причина смерти известного певца связана с нападением криминальных структур. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и Следственный комитет товарища Бастрыкина рассчитал точный финансовый ущерб, который нанесла преступная деятельность бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу по отношению к Российской Федерации. Стало известно, что по причине незаконных финансовых контрактов и поставки некачественного оборудования в зону спецоперации Сергей Шойгу и его родственники незаконно заработали более 200 миллиардов рублей. Команда Никиты Михалкова уже подготовила соответствующие документы и доказательства. Следующий шаг – это возмещение Сергеем Шойгу материального ущерба, который он нанес своей стране. Пресс-служба комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса. Сегодня поздно ночью во время авиаперелета рейса Санкт-Петербург-Калининград прямо в салоне самолета трагически погибла участница музыкальной группы «Балаган Лимитед» Вероника Соколова. Причина смерти 42-летней певицы стала сердечная и дыхательная недостаточность. К сожалению, известную артистку спасти не удалось. Очень печальные новости поступили о члене комитета, известном композиторе Александре Пахмутовой, который уже вторую неделю находится в тяжелом состоянии в московской больнице после нападения. Стало известно, что вчера вечером неизвестные преступники вошли в сговор с медицинским персоналом больницы, и медицинский персонал незаконно дал Александре Пахмутовой опасные медицинские препараты, которые было нельзя принимать в ее состоянии. На данный момент состояние Александры Пахмутовой крайне тяжелое. Врачи, которые дали данные препараты, были арестованы. К сожалению, преступников задержать не удалось, однако существует версия, что данное преступление может быть связано с недавним нападением на Александру Пахмутову, которое произошло 2 недели назад в ее квартире. Напомним, что долгое время в нападении на Александру Пахмутову, при котором известный композитор получил несколько ножевых ранений, обвиняли певца Прохора Шаляпина. Однако позже появилась противоречивая информация, что в квартире Александры Пахмутовой помимо Прохора Шаляпина был и другой человек, который якобы и нанес тяжелые ранения Александре Пахмутовой. На данный момент Прохор Шаляпин считается соучастником преступления, однако пока на данный момент точная картина трагедии неизвестна. Товарищ Бастрыкин считает, что вторая попытка устранить Александру Пахмутову может вызвать дополнительные вопросы к Прохору Шаляпину, ведь известный артист так и до конца не рассказал, как произошла трагедия. Состояние Александры Пахмутовой на данный момент крайне тяжелое. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.